Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из BotHelp в необходимую вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы передавать новые контакты из BotHelp в другие системы. Например, по Webhook вы сможете отправлять контакты из BotHelp в нужную вам систему, с которой на данный момент интеграции готовой нет. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных BotHelp. Теперь необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт BotHelp в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из BotHelp. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет BotHelp. Далее вам необходимо перейти в воронку общения с ботом и добавить новое действие. Действие выбираем «Отправка данных на Webhook». В появившемся поле вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. После этого кликаем «Сохранить». Не забываем соединить конец воронки общения с ботом с новым действием. Обратите внимание, если в процессе общения с пользователем вы запрашиваете у него данные, которые хотите передавать, необходимо назначить, в какую переменную эти данные должны передаваться, например, email или номер телефона. Когда все действия выполнены, необходимо сгенерировать новые данные, в данном случае путем общения с ботом. У меня бот подключен к Telegram, поэтому я проведу общение там. Когда вы закончили общение с ботом, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных BotHelp успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhook. Далее необходимо выбрать действие «Отправка данных». На этом этапе вам необходимо подключить Webhook к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать URL для отправки данных. Это ссылка, на которую будут приходить новые данные из BotHelp. Эту ссылку вы можете получить в системе, в которую планируете передавать данные. Для этого необходимо обратиться к их поддержке или проверить справочную документацию. Для примера мы создадим такую ссылку в системе Apex Drive Webhook источник. Для этого создадим новую связь и выберем систему Webhook в источнике данных. Именно там эта система сгенерирует нам ссылку, на которую мы сможем получать тестовые данные. После того, как вы указали ссылку, на которую необходимо отправлять данные, кликаем «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. После этого кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать тип отправки – POST, PostJSON или GET.
а также указать параметры, название переменной, а также ее значение. В поле названия переменной вам необходимо прописать, в какую переменную вы планируете передавать данные. Эту информацию можно также получить в поддержке или в справке системы, в которую хотите передавать данные. В данном случае я укажу стандартные названия, но для вашей системы они могут отличаться. В поле значения вам необходимо указать переменную, которая будет передаваться в поле Name. Для того, чтобы появился еще один набор параметров, кликаем «Добавить». Проделываем аналогичную процедуру для полей Phone и Email. Когда вы указали все необходимые параметры, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в нужную вам систему по Webhook при каждом новом контакте из Bot Help. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные по Webhook». После успешной отправки вам необходимо перейти в систему, в которую вы хотели отправлять данные по Webhook, и проверить результат. Мы же проверим результат в источнике данных Webhook в системе Apex Drive. Как видите, мы получили тестовые данные в виде названия полей и значений, которые мы в них передали. Если вас все устраивает и в нужной вам системе вы получили данные по Webhook, которые хотели, можно продолжить настройку связи. На этом настройка приема данных Webhook успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. Связь, которую мы использовали для примера, теперь можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!